Всем привет, меня зовут Александр, и вы на канале The Beloved House. Наверное, сохранился у народа еще парк аналоговых телевизоров, как у меня. Это телевизор Panasonic с экраном 42 дюйма, разрешением 1280 на 720 пикселей. Он оснащен только аналоговым тюнером, подключен к оператору кабельного телевидения. Но аналоговых каналов мало, и разрешение у них низкое. Хотелось бы смотреть цифровые каналы. Как-то пытался подключить к нему цифровую приставку минского кабельного оператора Cosmos TV, но настроить каналы мне не удалось. Вероятно, потому что он, скажем так, был залочен именно под оператора. Ну а сегодня хочу познакомить вас с универсальной цифровой телевизионной приставкой, которая позволяет смотреть телевизионные каналы эфирного кабельного телевидения, а также контент, доступный в интернете. Да, потому что он оснащен разъемом RG45. Это обновленная версия компании World Vision, модель T62A от 2019 года, но только с дополнительной LAN. Популярная у пользователей модель T62A была выпущена годом раньше, и в отличие от этой обновленной модели имела два USB порта, один на фронтальной панели, другой на тыльной. И также на тыльной был еще антенный выход. Его можно было использовать с данным телевизором, тогда можно было параллельно смотреть еще аналоговые каналы. В моем же случае аналоговые каналы станут недоступны, если не использовать на выходе кабеля антенный сплиттер. Посмотрел видео на YouTube моих коллег. Там их больше интересуют эфирные каналы, соответственно, работа декодеров DVB-T, T2. Меня же больше интересует, как отработает декодер кабельного телевидения DVB-C. Приобрел в интернет-магазине Минска за $23. Пару лет назад приставок с декодером DVB-C вообще не было в продаже, а приставки с декодером DVB-T, T2 стоили те же $20-25. Но времена меняются. Вот такая красочная небольшая розничная коробка. Почему-то указано ограниченный выпуск на всех гранях. Устройство изготовлено в Гонконге. Имеется ссылка на русскоязычный сайт. Внешний вид, модель и некоторые фишки приставки проиллюстрированы на крышке картонной коробки. Технические параметры представлены на тыльной стороне, в том числе на русском языке. В приставку встроен импульсный блок питания с кабелем, оснащенный вилкой Евростандарта. Напряжение питания 110-220 вольт. Три типа декодера цифрового телевидения. Максимальное разрешение через порт HDMI 1080 пикселей. Поддержка видеокодеков MPEG-2, MPEG-4 и аудиокодека AC3. Пропускная способность сетевого порта до 100 мегабит в секунду. Электронный телегид APG на 3 дня, ну это если оператор кабельного телевидения предоставляет эту возможность. Имеется порт USB 2.0, функция Time Shift, это возможность паузы при трансляции телевизионной программы, если использовать в качестве буферного накопителя внешний USB носитель. Поддержка интерактивного телевидения, Wi-Fi адаптеров и универсальный, то есть программируемый пульт в комплекте. Давайте к комплектации и перейдем. Гарантийные талоны магазина, изготовителя. Есть такая ксерокопия инструкции. Далее вот такой вот пульт с инструкцией, в том числе на русском языке, по его обучению. В пакетике видим саму приставку, две батареечки типа 3А для пульта и небольшой длины композитный провод с RCA коннекторами. Если хотите смотреть видео высокого разрешения 1080 пикселей и ваш телевизор это поддерживает, потребуется купить HDMI кабель. Это весь комплект. Корпус приставки металлический, только передние грани из пластика. Верхние, боковые и нижние грани имеют перфорацию и покрыты пленкой. Причем гарантийный стикер хитро наклеен поверх вот этой вот пленки на корпусе. Фронтальная панель прикрыта транспортировочной пленкой. На ней указаны бренд, модель, слева USB-порт, правее 4-символьный светодиодный красного свечения индикатор, на котором может отображаться или номер канала, или текущее время. Все это настраивается через меню. Где-то там еще скрывается светодиод, индикатор режимов работы. И далее 6 мелких кнопок. Это громкость плюс-минус меню, влево-вправо кнопки, ОК и 7-я чуть крупнее, это кнопка включения. На тыльной стенке слева антенное гнездо, сетевой порт LAN, выход HDMI, композитный видеовыход и выходы левого и правого канала. Далее имеется порт для подключения внешнего источника питания 5 вольт с круглым коннектором при использовании данной приставки вместе с телевизором в каких-то полевых условиях. И кабель питания с евровилкой. На нижней грани штампованные упоры, его габариты 150 на 80 без учета коннекторов и высота 35 мм.
Приставка не имеет слота Common интерфейс для возможности просмотра платных каналов, учитывайте такой момент. Пульт брендированный, универсальный, поэтому имеет все возможные кнопки для управления непосредственно приставкой, телевизором, плеером, телетекстом и смарт-функциями. Устройство собрано на моноплате, разбирается легко. Два винта только на тыльной стенке, снимается этот кожух. Передняя грань пластиковая, она просто на защелках. Сетевой шнур также на разъеме вынимается. И внутри вот такая одна плата, даже есть сетевой предохранитель. Приставка построена на процессоре Goxin GX3235S. Поддержит Wi-Fi адаптер на чипе Relink RT5370 и MediaTek MT7601. То есть драйвера для них уже зашиты в ПО. Кстати, обновление программного обеспечения осуществляется путем скачивания прошивки на USB накопитель файловых систем FAT, FAT32 или NTFS с официального сайта изготовителя. Затем устанавливаем его в USB слот и запускаем в меню обновления ПО. Итак, для программирования этого пульта, согласно этой инструкции, здесь иностранный язык, здесь русский язык, необходимо одновременно нажать кнопку ОК и 0. И удерживаем до загорания вот этого светодиода. При этом обучаемый пульт перешел в режим приема инфракрасного сигнала. Отмечу, что все команды с этого пульта подтверждаются световой индикацией. Режим приема инфракрасного сигнала длится очень краткое время, после чего пульт автоматически переходит в обычный режим. Далее располагаем пульты на расстоянии до 25 мм и подаем с пульта телевизора команду для приема на обучаемом пульте. Например, кнопочка включения сеть. Держим и кратковременно нажимаем на соответствующую этой команде кнопку обучаемого пульта. Он моргнет, по-моему, раза 2 или 3. Все, команда принята. И аналогично обучаем другим командам с пульта телевизора. Здесь можно настроить команды громкость минус, громкость плюс и режим ТВ-АВ. И для того, чтобы пульт записал внесенные команды в свою память, необходимо нажать на кнопку выхода. Светодиод также моргнет 2 раза. Все, пульт готов к работе. Из имеющихся у меня дома в пользовании пультов от телевизоров LG, Samsung, Panasonic, данный пульт удалось настроить на команды от Panasonic и Samsung. На команды пульта для смарт-телевизора LG 2017 года выпуска данный универсальный пульт настроить не удалось. Теперь удобно одним пультом управлять телевизором и цифровым ресивером. Я могу с помощью этого пульта включить телевизор, перевести его в режим для приема сигнала с тюнера, подключенного к порту HDMI, перевести телевизионную приставку из дежурного режима в рабочий. Я подключил к ней кабель телевизионного оператора, чтобы осуществлять прием цифрового кабельного телевидения. Основные государственные каналы в Беларуси осуществляют трансляцию в разрешении 1080 пикселей. Для начальной настройки телевизионной приставки понадобится выбрать язык в меню, далее страна. Моей родной Беларуси здесь нет, причем некоторые страны представлены на английском шрифтом, а некоторые на русском, непонятно. Ну, такая прошивка. Так, оставляем Россию, здесь оставляю себе открытые каналы и выбираю декодер DVB-C. Далее автопоиск, ОК. Да, и включила первый канал. У моего оператора кабельного телевидения более 70 каналов в открытом доступе, и некоторые каналы даже есть в качестве HD. Для переключения каналов на телевизоре можно использовать кнопки управления меню вверх-вниз, а также кнопки плюс-минус переключения между окнами или страницами. Громкость регулируется как на самом телевизоре с помощью программируемых кнопок минус-плюс, а с помощью кнопок управления меню лево-вправо можно регулировать уровень сигнала на выходе телевизионной приставки. Электронный телегид вызывается этой кнопкой EPG, если ваш оператор кабельного телевидения предоставляет данную информацию. У меня такой возможности нет, поэтому правая таблица пустая. Данный ресивер поддерживает анонс на 3 дня, и с помощью зеленой кнопки расписания можно назначить время и дату включения телевизора по конкретному событию. И также выбрать, какой при этом канал запустить. Цифровой ресивер поддерживает сигналы телетекста. Он вызывается кнопочкой TTX. И при нажатии на кнопочку ОК можно изменять прозрачность окна телетекста. По-моему, существует 8 градаций. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и первая 8. При переключении программ выскакивает внизу такой вот баннер. Длительность его свечения можно задавать в меню, а также можно вызвать его с помощью нажатия на кнопку «Инфо».
На этом баннере предоставлена информация о названии канала, номере канала логическом, дне недели, дата, время, также мощности и качество цифрового сигнала. DVCrypt — это программно-аппаратный комплекс, который используется оператором кабельного телевидения для доступа к кабельным каналам. Далее параметры цифрового сигнала. И далее 4 иконки. Если они активны, они отображают информацию о наличии сигнала телетекста, субтитров, видеоразрешения Full HD или низкого качества и прием сигнала. При нажатии на кнопку Last можно вернуться к предыдущему каналу, то есть переключаться между двумя ближайшими каналами. Кнопка выключения звука. При этом на экране телевизора появляется соответствующая иконка. Кнопкой пульта TVR можно переключать отображение на экране каналов кабельного телевидения, радиоканалов и каналов IPTV, если они предварительно настроены. Далее следуют 4 цветные кнопки. По умолчанию они используются для управления телетекстом и плеером. Но при трансляции телевизионного канала на экране телевизора при нажатии на красную кнопку мы переходим сразу в меню YouTube. При нажатии на зеленую кнопку отображается приложение Megogo. Желтая кнопка позволяет управлять таймером до 120 минут. И синяя кнопка отвечает за формат экрана. Можно также переключать кратным нажатием на эту кнопку. Отмечу, что эти цветные кнопки дублируют пункты меню телевизионной приставки. Ниже имеется набор цифровых кнопок для вызова непосредственно канала. Кнопочкой аудио можно вызвать меню для переключения звуковой дорожки и режима звука. Стерео, моно, лево-право. И также позволяет выбрать звуковую дорожку английскую. В данном случае, по-моему, китайская. И русскую. Девочки, идемте. Если вы какую-то часть каналов в меню приставки занесли в любимые, то они вызываются кнопочкой Favor, фавориты. Для знакомства с меню цифрового ресивера необходимо нажать на эту кнопку «Меню». Меню организовано на 7 экранах. Первое окно называется «Программы». Здесь можно редактировать каналы. С помощью цветных кнопок пульта можно перемещать, пропускать, блокировать и удалять каналы. Здесь есть один, как я считаю, огромный недостаток. Нельзя конкретному каналу привязать конкретную кнопку цифрового поля пульта. И в этом окне можно составить список избранных каналов, которые потом вызываются кнопкой пульта «Фаворит». Строка телегид — это тот же самый EPG, точно так же представлен, и можно его также редактировать. Сортировать каналы здесь предлагается по частоте, по идентификатору ID, по названию каналов и по логическому номеру канала. Логическая автонумерация каналов у меня включена, можно ее выключить. Обновление списка каналов в режиме включенный для того, чтобы цифровой ресивер автоматически сканировал цифровые пакеты и обнаружил, настраивал новые каналы. Окно изображения позволяет настроить формат экрана, то есть оно дублирует синюю кнопку пульта. Разрешение экрана. В данном случае у меня цифровой ресивер подключен к телевизору с помощью кабеля HDMI и возможно выбор разрешения 1080 пикселей. VC-система подразумевает собой систему цветности. В данном случае используется декодер PAL, а не NTSC. Настройка интерфейса позволяет изменять прозрачность, яркость, насыщенность, контрастность и время показа инфопанели. Прозрачность меняется через 10% до 60%, по умолчанию 0. Нижняя строка — настройка LED-дисплея. Подразумевает собой настройку яркости свечения дисплея, размещенного на передней панели цифрового ресивера. Можно выбрать яркий, низкий, средний. Как видите, на передней панели изменяется яркость дисплея. Режим LED-дисплея, что отображать в процессе работы данной приставки: время или номер канала. И последний пункт — время в режиме ожидания включено или выключено. Отображение текущего времени, когда приставка находится в дежурном режиме. Третье окно с облачком — поиск, настройка телевизионных каналов. В данном случае у меня диапазон поиска DVB-C. Также используется настройка только на открытые каналы, а не на все. Есть возможность автопоиска, ручного поиска. При ручном поиске выбор модуляции. В этом окне меню поиск есть отличие от предыдущей версии приставки World Vision T62A без подключения к компьютерной сети. Здесь нет пункта питания антенны. Данная приставка не может обеспечить питание усилителя антенны напряжением 5 вольт. В прошлой версии эта возможность была. Среднее окно с будильником — это время. Здесь возможно настроить синхронизацию по сети текущего времени, активировать таймер сна, он дублирует желтую кнопку пульта.
Запуск в режиме IPTV. Если выбран пункт «Запуск в режиме IPTV» включенный, то при переводе цифрового ресивера из дежурного режима в рабочий первыми на экране появятся именно каналы интерактивного телевидения. Плановое включение-отключение питания можно также настроить. И выбор региона и времени. Следующее окно — это окно настроек. Здесь выбор языка. Далее система. Вернуться к заводским настройкам. Информация о ПО приставки. Обновление программного обеспечения предлагается через USB накопитель. И последний пункт настройка Wi-Fi предлагает возможность настройки Wi-Fi адаптера в сети. Последняя закладка называется медиацентр. Встроенный в цифровой ресивер-плеер позволяет просматривать какой-то контент, размещенный на внешнем накопителе, подключенном к USB-порту. USB-порт цифрового ресивера поддерживает ток нагрузки 2 ампера и вполне может работать с внешним жестким диском. USB-C, встроенный в приставку медиаплеер, не способен проигрывать видеофайлы в разрешении 4К. Видео не воспроизводится, только звук. Читает Blu-ray диски в расширении M2TS. Правда, имеются заметные фризы. В меню медиаплеера можно выбрать канал звука, настроить режим воспроизведения, формат экрана и выбрать дорожку с субтитрами. Возможно воспроизведение видеофайлов в разрешении до 1080 пикселей, кодеком H264 и с расширениями МКВ, AV, M2TS, MPEG-4. И музыка. Поддерживается MP3 формат. Такая индикация имеется как бы эквалайзера, но не поддерживается Windows Media Audio формат и формат WAV. Файл изображения можно просматривать как слайд-шоу. В пункте меню «Записанные файлы» можно просмотреть файлы, записанные непосредственно с приставки на внешний накопитель. К этому же окну можно перейти, просто нажав на кнопку пульта PVR. И ОК. Почему вы не обратились в полицию, пока я докажу, что настоящий Богданов — это я? Интернет позволяет ознакомиться с контентом интерактивного телевидения, онлайн-кинотеатра Мегаго, Кинолайв, ознакомиться с погодой в вашем городе или других городах, которые вы предварительно настроите, и с контентом, представленным на YouTube. Здесь нет возможности зайти на свой канал только через поиск, поскольку здесь не привязан аккаунт. В пункте RSS чтения представлена информация от различных источников. Яндекс, Женский журнал, 3D News. Можете почитать, ознакомиться. Ну и подведу итог. Это отличный цифровой ресивер за свои деньги. Позволяет настроиться на все возможные цифровые каналы, как эфирного, так и кабельного телевидения. Кроме того, интерактивное телевидение, контент из интернета. Правда, возможности встроенного процессора ограничены, поэтому мультимедийный плеер не все возможные файлы проигрывает. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и встретимся здесь же. Пока!